Друзья, всем привет! Ну что же, как вы видите, притащил я все-таки этот гигантский самолет домой. Уже собрал его здесь. Родные, наверное, когда проснутся, будут в шоке в диком. Может заснять это для вас. Вот это все вообще о чем говорит, ребята? Это говорит о том, что все-таки слежу я за основными настроениями на моем канале. Я знаю, что вам очень-очень хочется увидеть этот гигантский самолет в небе, и чтобы он полетел именно на водороде. То, что я его уже запускал и он потребляет всего лишь 200 Вт энергии, вас это не устраивает, вам это ни о чем не говорит, но вам хочется увидеть, чтобы он именно на чистом водороде полетел. Мне кажется, что я легко смогу исполнить ваше желание. Вот смотрите, водород уже там. Уже определил баллон на свое место, и там он будет жить именно в этом положении. Положение выбрано не просто так. Да и самолет собран целиком в квартире не просто так. Все-таки здесь 5 метров и пришлось постараться, чтобы его здесь расположить. Дело в том, ребята, что я изучаю центровку. То есть мне нужно было подвинуть баллон в нужное место. У меня есть некие отметины вот здесь. Вот по центру экрана видно пупырушек. Это место центровки именно. С таким положением центра тяжести он летит на 200 ваттах. Даже меньше, 190 где-то, и он уже летит. Не очень прикольно, конечно, что водородный баллон я расположил именно так. То есть, видите, вентиль, он как бы спереди получает. Я бы хотел, чтобы баллон располагался круглым дном. Мало ли, вдруг какой краш, вентиль сразу отлетит, мне кажется. Но прикол в том, что вентиль он тяжелый. И таким способом центр тяжести получилось поймать гораздо проще. Потому что дальше его туда пихать некуда уже. А хвост до сих пор довольно-таки тяжелый. Хотя кое-какие меры для облегчения хвоста я применил. Я вот здесь вырезал примерно 100 мм длины хвоста. Соответственно, по всем законам физики, центр тяжести он очень сильно переместился вперед. И плюс я сам хвост облегчил. Ну, правда, не очень много, грамм на 30. Но его тут никак не облегчить. Он уже и так по максимуму облегчен. Но все равно, когда я установил баллон, ребята, центр тяжести мне не удалось поймать. Я аж очень сильно удивился. Все равно центровка была сильно задняя. Все дело в том, что когда я ставил аккумы, они весь свой вес прямо на самый нос прилагали. А баллон он не такой концентрированный по весу и размазывает свою весовую составляющую. Ну ничего, когда вентиль вот сюда, все нормально с центровкой. Это даже легко продемонстрировать. Вот смотрите. Видите? Ничего никуда не отклоняется. Здесь еще можно играться малыми весами, перемещать небольшого веса батарейки туда-сюда. Но это все уже, скажем так, мелочи жизни. Главное, основные массы я подобрал. И это очень круто, поверьте. Это очень круто. Чтобы подобрать эти массы, надо собрать этот самолет. Мастерской своей я даже не могу его собрать. То есть надо куда-то выходить в какие-то поля, потому что на дороге возле мастерской я тоже не могу собрать. Ну вот, видите, какие сложности. Здесь вот в квартире получилось. Так, что же делать дальше, чтобы запустить этот самолет? Я вам уже говорил, что погода нас никак не беспокоит. Будет холодно, не холодно, водород на холоде вроде бы работает. Так что эти проблемы мы опускаем. У меня даже есть вот такая штука, ребята. Это чисто зимний авиамодельный вариант. Это для того, чтобы сезон никогда не заканчивался. Туда мы заряжаем аппаратуру. Ну а соответственно вот сюда мы вставляем руки и можно управлять. Руки будут нормально работать, они не будут отмораживаться. Все видно, что в экране. Здесь даже антенки высовываются, торчат. Не пойму только, как вешать ее на шею. Ну, можно проделать небольшую дырку. И все будет окей. Так что сезон в этом году мы закрывать не будем авиамодельный. Ну а теперь о главном. Почему я не запустил этот самолет летом и почему не запускаю сейчас. Не знаю, как это все устроено, но я задумал сделать шасси и задумал сделать автопилот. И как-то на этом все немножко у меня зависло. Хотя шасси уже имеются, но я захотел сделать сбросные, более модные. Видите, даже отформовал кожуру для этих целей. Вот она вот здесь идеально, просто идеально прилегает. И где-то здесь должны быть колеса. Потому что вот это колесико, оно очень близко к центру тяжести находится. И когда мы даем газу на взлете, ну, самолет хочет перевернуться, ребят.
Мне это не очень нравится. Это колесико по факту хорошо годится только для посадки, ну, либо для взлета с напарником. А я хочу взлетать в каких-то неведомых краях, неведомых землях, с любых поверхностей, даже вот с хорошо укатанной пахоты какой-то. Но это, конечно, лишь мечты. Как оно там будет в реале, мы посмотрим. Но тем не менее, втарил вот такие колесики. Это 125 диаметр. Ну, как бы для более-менее бугристой поверхности должно подходить. Как раз таки дома буду заниматься предварительной формой, но уже формовать, естественно, эпоксидку в гараже, чтобы дома никого не травить. Ну и еще одна вещь, на которой я довольно-таки сильно завис. Это полетный контроллер. Хочу, ребята, чтобы самолет имел возможность летать сам, потому что, ну, допустим, несколько часов я еще могу выдержать, управляя самолетом, ну, несколько десятков часов. Это уж, извините, не хочу. Может и могу, но не хочу, это точно. Хотя скилл, конечно, можно жестко прокачать. Короче, хочу поставить наконец-таки полетный контроллер. Дело это, ну, для меня, по крайней мере, непростое. Ох, 6:40 утра, ребята. И это я, как вы понимаете, не проснулся. Сижу, паяю в таких вот интересных условиях. Да что тут говорить, уже спаял. Вот, смотрите, схема, на которую я все это время ориентировался. Ну, здесь немножечко по-другому. Есть, конечно, всегда варианты, как сделать иначе. Но то, что я все спаял, это еще не значит, что оно работает. Пока даже не включал, не проверял. Может быть, даже откуда-то может выйти волшебный белый дым. Но для начала хочу я вам рассказать, что у нас будет в сетапе. Значит, смотрите, полетный контроллер Matek F405 Wing. То есть этот контроллер, он именно для самолетов. Подпаял к нему весьма простенький модуль GPS. Покупал раньше дорогие, но они как-то что-то плохо работали, как-то бракованные попадаются. Надоело дорогие покупать, вот решил дешевенький попробовать. Также уже припаян старый проверенный регулятор оборотиков, то есть он именно был в работе. Я его тестировал, на нем самолет, собственно, и летал. Ну, естественно, можно сказать, топовый приемник TBS Crossfire. Очень сильно удлинил для него провода, потому что хочу выгодно расположить в самолете. Еще у нас, естественно, будет небольшая FPV-шная видеокамера. Тоже уже юзанная, новую не покупал. Ну и сам видеопередатчик, на который я тоже, кстати, очень сильно удлинил провода и разделил питание и управляющие сигналы. Заплел косичку вместе с заземляющим проводом, то есть он будет как бы это дело экранировать. Ну, по моей задумке, чтобы было меньше помех. Модуль видеопередатчика раскачивается до 3 Вт мощности. Этого должно нам хватить для более-менее дальних полетов. Хотя можно, конечно, установить Long Range систему, вообще дальнобойку на 1,2 ГГц. Но там муторошно с этим ретранслятором все время возиться. Ну и самое интересное, то, что я еще никогда не пробовал, это датчик воздушной скорости. То есть он будет показывать реальную скорость самолета относительно воздуха. То есть не относительно Земли, как под GPS, а относительно воздуха, потому что все время есть ветер и бывает непонятно, с какой же скоростью летит самолет. Правда, я не знаю, ребята, будет ли это работать, но подключил, вроде бы все правильно, останется только лишь настроить. Кстати, все выходы проводов буду обязательно заклеивать вот таким вот силиконовым клеем, чтобы не расшатывалось в местах пайки. Потому что там концентрация напряжений, переход между паянным соединением и там, где волоски проводов еще не пропаяны. Там концентрация напряжения и могут отвалиться провода. Пока заклеил только здесь, но буду заклеивать везде. Некоторые соединения будут разъемные, это минус к надежности, но зато это плюс к универсальности. То есть такие вещи, как видеокамеру, как видеопередатчик и GPS-модуль, оставил им возможность быстрой замены. То есть не надо будет ничего распаивать, разбирать, потому что этот полетный контроллер, он сверху накрывается крышками. И потом очень трудно его разбирать. Ну, то есть это целое дело. Надо разбирать постоянно, чтобы что-то перепаять. А так как будет на небольших разъемах, можно очень быстро совершать эту процедуру. Наконец-таки начал пользоваться вот этим офигенным паяльником. И, в принципе, всю схему спаял им. Ребята, кто не пользовался никогда, вы даже себе не представляете, какая это роскошная вещь.
Такую, кстати, не грех даже и порекламировать. Мне этот паяльник также как-то порекламировал мой друг. Я его сразу же заказал, потому что Ванек ерунды не использует. И начал пользоваться. Правда, вот как-то плохо, что поздновато. Это очень крутая вещь, друзья. Работает он не от сети, кстати. Смотрите, какой у него разъем. Узнаете? Кабель очень мягенький, силиконовый, просто роскошь. А нагревается он как быстро, вы себе даже не представляете. Смотрите, подключаю к батареечке и смотрите, с какой скоростью происходит прогрев. Это все в реальном времени. Все, 300 градусов, паяльник прогрелся. Такой батарейки хватает на довольно-таки долгий срок, потому что если он лежит без дела, он выключается. А еще ему можно набалтывать до 400 градусов. И тогда он может паять вот такие разъемы. В принципе, без особых проблем. Но понятное дело, что для этого нужно крупное жало. Жала бывают разные. Выглядят они вот так. Стоит, кстати, все это дело недешево. Это не дешевка, ребята. Но кому будет интересно, ссылочку я оставлю в описании. Попробуйте, может быть, вам также понравится, как и мне. Мне нравится просто безумно. Это самый лучший паяльник, который я когда-либо пробовал. Так, ладно, хотя и очень страшно, но я хочу подать питание на всю вот эту схему. Подавать нужно 6S. Давайте подадим. Надеюсь, все правильно спаял. Блин, так мне не везет с электроникой, ребят. Так, ну дым не пошел. Уже хорошо. Заработал вентилятор передатчика. Это тоже хорошо. Моргает GPS модуль. Чтобы он правильно сработал, надо, естественно, выносить на улицу, потому что здесь он не сработает. Итак, получается, что можно подключаться уже к компу, к ноутбуку и программировать все необходимые выходы и датчики. Предварительное программирование у меня уже было. Теперь нужно подвязать датчик воздушного давления и смарт-аудио на управление видеопередатчиком. Ну а также настроить, возможно, OSD на видеокамеру. Ух, сколько всего надо сделать. Но для начала, наверное, взвесим весь этот сетап наш. Весит, конечно, очень много, 188 грамм. Многовато, ребята. Но это вся электроника. Что уж тут поделать, каждый компонент очень важен для самолета. С самолетом тоже провел кое-какие модернизации, установил высокоточную площадку под полетник, чтобы полетник стоял максимально точно к горизонту и крену. Да, он, конечно, сам по себе там все выравнивает, но мне кажется, чем точнее его изначально расположить, тем лучше. Меньше ему работы будет. Соответственно, вот сюда, ребята, станет полетник. Также я проверил, чтобы баллон мог выниматься. Для дозаправки через это отверстие он успешно вынимается. Ну а вот эти компоненты надо будет ликвидировать. Это не дальнобойный приемник, ну а это высококачественный бег, но в этом самолете он не пригождается. Короче, ребята, настраиваю датчик воздушной скорости. Приходится долго и нудно втыкать в эту тему, ну и вообще во все эти темы. Так что буду разбираться, буду познавать. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Ждем следующих видео по этому водородному самолету. Всем пока, до новых встреч. Буду продолжать разбираться. Тут у него и логистика, и что там только нет у него. Ай-яй-яй, какой кошмар. Сратенькие самолетики у всех эти пенопластовые. Мне бы свой монстр в небо поднять. Эти пенопластовые можно бить 10 раз об почву, им ничего не делается. И они их бьют, вот в чем дело. Я как не посмотрю. А как же мне быть? Ладно.